Сегодня будем делать необычный механизм. Как всегда, он будет довольно маленький и сложный. Приветствую вас на канале Левша. В интернете увидел интересные наручные часы, называются Bugatti Chiron Tourbillon, и вот решил повторить один из механизмов. Первое, что будем делать, это маленький коленвал. Конечно, станки позволяют не все операции сделать, но будем как-то выкручиваться. Самое сложное в этой работе будет проточить шатунные шейки, поскольку они смещены относительно центра и в нашем случае на 1,3 мм. Если бы коленвал был большим, можно было бы просто засверлиться по 3 осям и потом перекладывать во время обработки, но в данном случае так не получится. Поэтому в начале в заготовке мы проточили 2 паза и будем использовать патрон с независимыми кулачками. Немного поигрался с быстрорезом и токарным станком. Понял, что времени уйдет очень много, поэтому снимаем патрон и переходим на фрезерный станок. Будем использовать поворотную ось и твердосплавные фрезы. В последнее время при работе с нержавейкой стараюсь использовать твердосплав, даже сверла, но надо учесть, что они очень хрупкие. На Алиэкспресс приобрел несколько вот таких наборов, и диаметр самого маленького сверла, по-моему, 1/10 мм. Там же брал вот такой держатель цангового патрона, набор мелких винтиков и много других расходных материалов. К счастью, сейчас товары приходят довольно быстро и выбор намного больше, чем в наших интернет-магазинах. Лучше, конечно, брать во время распродаж, тогда можно прилично сэкономить. Но даже во время распродажи цена на один и тот же товар у разных продавцов может быть разная. Проще и быстрее всего найти выгодное предложение с помощью приложения AliRadar. Оно покажет динамику цены, рейтинг продавца и найдет похожие товары. Если цена на данный момент не устраивает, можно добавить товар в избранное и дождаться уведомления от AliRadar, когда она будет снижена, что очень удобно. Кстати, помимо сервиса для браузера, есть приложение для смартфона. Оно также обладает полным функционалом. Можно следить за ценой, проверять рейтинг, добавлять в избранное и многое другое. Особенно актуально для тех, кто даже видео смотрит со смартфона. В общем, ссылки на AliRadar для браузера и смартфона оставлю в описании. Пользуйтесь на здоровье. Теперь времени на проточку уходит меньше, а основное время уходит на перестановку осей. С такого диаметра заготовки при ее смещении индикатор просто соскакивает, поэтому пришлось сделать небольшую доработку. На скорую руку изготовил вот такой наконечник, и теперь он аккуратно встает в пазы и не соскакивает. Конечно, у меня есть станки, и это уже здорово, но для более точной и мелкой работы надо что-то немного другое. На днях посетил сайт, где торгуют старинными, высокоточными, швейцарскими и не только часовыми станками. Понравился мне там один фрезерный настольный станочек, очень высокого качества изготовления, но цена у него была, к сожалению, 8500 евро. Вот такая она суровая реальность. Ну а мы пока работаем на том, что есть, и потихонечку приближаемся к концу коленвала. Ну и как полагается по закону подлости, на самом последнем этапе немного сделал его короче, чем нужно. Попробовал спасти ситуацию, просверлил сверло диаметром 2 мм, посадил его на анаэробный клей, но точности уже не получил. В итоге, как это часто и бывает, проще и быстрее сделать новую деталь, чем исправлять старую. Изготовил новый коленвал. Диаметр всех шеек получился по 1,5 мм. Есть, конечно, небольшие огрехи от фрезы, но, надеюсь, их видно не будет. Не стал делать противовесы, и так уже много времени на него потратил, да и боялся испортить то, что уже получилось. Есть небольшие задиры, но в целом, учитывая его размеры, смотрится неплохо. Сюда как раз здорово подойдут подшипники, которые прислал один из подписчиков. Далее из оргстекла делаем 2 блока цилиндров, поскольку двигатель у нас будет V-образный. До этого с оргстеклом не работал, не фрезеровал его, но почитал, что ему нужно водяное охлаждение и небольшие обороты. И в принципе получается все довольно аккуратно.
Специально ходил в автомагазин, купил там мелкую наждачную бумагу и полировальную пасту для фар. Как раз сегодня и посмотрим, насколько его сложно полировать. В общем, сначала убрал все следы от фрезы на 3000 наждачной бумаге. После этого выдавливаем пасту на салфетку и полируем до прозрачности. И еще один момент для себя открыл. Внутренние отверстия очень здорово отполировались ватными палочками. Итоговый результат будет чуть позже, а пока изготовим шатуны. Чтобы прорезать нержавейку толщиной 1 мм, времени уходит немало. Мне понадобилось на 8 шатунов чуть больше часа. И это еще не считая около 5 часов экспериментов. Отверстие под палец пришлось сделать в 2 раза меньше диаметром, иначе стенка просто прогорала. Но на станке потом рассверлил все до нужного диаметра в 1 мм. Теперь их нужно извлечь и не повредить грани. Небольшой пачкой надел их на сверла 1,5 мм и так проще отполировать. Получилось похоже на гаечные ключи, но это мощные шатуны. Поршни будут диаметром 4,8 мм, а по центру просверлим отверстие для шатунов. В первом же отверстии сломал твердосплавное сверло, пришлось перетачивать старую фрезу. Места в поршне не так уж и много, и как везде работаем с индикатором. Теперь на фрезерном станке сверлим отверстие под палец. Сначала шлифуем и полируем юбку, потом то же самое проделаем с днищем. Срезать будем тоже фрезой, для этого заранее проточил чуть больше на ее диаметр. Теперь нужно собрать вместе 8 комплектов поршней с шатунами. Работа эта, конечно, веселая, наверное, проще обычные собрать. Получились вот такие крошки, но очень даже ничего. И к коленвалу они просто пристегиваются. В общем, виноград бывает разный и бывает из поршней. Далее нужно вставить поршни в импровизированные цилиндры. Нужно вырезать последние 2 детали, это передняя и задняя крышка. Их сделаем из того же анодированного алюминия, из которого делал крышки для колпачков. Кто не видел это видео, можете посмотреть по подсказке вверху. Конечно, двигатель в часах Bugatti получился меньше, и он 16-цилиндровый, но и станки там использовались совершенно другие. На одной из крышек с обратной стороны делаем также посадочные отверстия для подшипника. Ну, теперь на клей можно сажать те самые подшипники.
Последний штрих, собираем весь двигатель целиком. Собираем его без клея, просто за счет тугой посадки. Ну и первый, так сказать, запуск. Кое-что, конечно, нужно немного подправить, но это и не автономный проект, а будет в составе другого. 8 цилиндров, конечно, не 16, но мне нравится. Пока-пока.